Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. В первый день недели моды в Милане состоялся показ линейки очаровательных образов бренда Альберто Ферретти. Только представьте, друзья, некое пространство, где никто не ловит вас камерой, не просит встать чуть левее, правее. Никто не уточняет, для чего вы здесь, для контракта или просто по случаю, потому что пришло приглашение. Именно с этого редкого, почти забытого чувства и начинается сегодня коллекция «Весна-лето 2026». Новый креативный директор Лоренцо Серафини, сменивший на руководящем посту основательницу одноименного дома моды, вновь устроил презентацию в Палаццо Доницетти, в самом сердце бренда. В старинном здании XIX века, которое когда-то принадлежало семье композитора Доницетти. В прекрасном дворце с лепниной, колоннами, камином с резной чугунной решеткой и хрустальными люстрами. В особенном месте, где прошлое встречается с будущим. И это был совсем не подиум в привычном смысле. Скорее дом. Красивый, ухоженный, дорогой и при этом полностью закрытый от любых потрясений и неурядиц внешнего мира. Кремовый ковер, отсутствие спецэффектов, мягкий свет, что льется через высокие окна, тонкой вуалью скользит по белоснежной стене, теплым лучом нежно обнимает за плечи. Здесь не ждут шумных оваций, здесь ждут, что вы почувствуете себя своим и останетесь. Лоренцо Серафини не заигрывает со зрителем и не старается понравиться. Его позиция звучит почти вызывающе спокойно. Если вам все это близко, ходите. Если нет, тоже нормально. В эпоху, где внимание стало валютой, такое равнодушие к шуму выглядит особенно сильным жестом. Дизайнер называет коллекцию идеальным гардеробом для жизни в частном пространстве. Это одежда для женщин, которая умеет быть хозяйкой своей жизни, своего дома и своего личного круга. В этом легко угадывается дух Тины Чоу, влиятельной иконы моды и стиля в 70-х-80-х. Женщины, которая могла выглядеть как арт-объект, без позы и без стараний. Лоренцо создает ее образ уже в нынешнем, в 2026. Именно ее фото увидела фэшн-публика на мудборде. И вот она выходит на подиум. Она – главная героиня бренда Альберто Ферретти. Она не торопится, не играет на камеру и не позирует. Она просто идет. Ткань будто дышит и движется вместе с ней, подстраиваясь под ритм тела, а не наоборот. На общем фоне сезона, перегруженного жесткими конструкциями, четкими линиями, массивными плечами, акцентным декором для красивого кадра, дизайнер делает выбор в пользу легкости. Словно вещи не создавались путем сложного кроя, а лишь наброшены на плечи, как шелковый шарф или платок. Как что-то очень личное, не рассчитанное на посторонние взгляды. Будто эта одежда не для особого случая, не на выход, даже вечерние луки. И в этом, друзья, ее редкая ценность. Лоренцо отчасти сегодня продолжил взятый ранее в первой дебютной коллекции курс прогрессивных романтиков. Однако теперь позволил себе и команде модного дома все же вернуться к тому, зачем клиенты идут в Альберто Ферретти. От струящихся нарядов, жакетов и пальто, зафиксированных на скорую руку милейшими брошками, он перешел к белоснежным костюмам и платьям, напоминающим греческие одеяния. Их поддержали драпированные наряды в духе ампир в молочном, а еще те, что легким движением руки превращаются в симбиоз платья и кейпа. Античные мотивы заметны и в трехъярусных мини, и в топах, состоящих из одного лоскута ткани, перекинутого через шею, и в двух финальных вечерних выходах, после которых ни у кого уже не осталось вопросов. Перед нами абсолютно современная богиня. И эта богиня, по версии Лоренцо, помимо прочего, любит облачаться в слитки золота или в серебро. А почему нет? Она не прочь выгуливать хлопковые комбинации, повязав на голову бандану, или подружиться с хищником в виде яркого пятнистого принта. Представленный гардероб на весну можно назвать уместным и для приема гостей, и для спонтанной поездки на отдых. Все держится на балансе между структурой и текучестью, закрытостью и чувственностью. Обувь окончательно закрепляет идею коллекции. Лоферы, домашние тапочки, шлепанцы, мокасины с кристаллами. Никаких каблуков. Все на плоской подошве. Дизайнер говорит прямо: если вам неудобно, это уже совсем не роскошь. И я думаю, это правильно. Сегодня личный комфорт становится новым шиком. Никакой спешки, никакого спектакля, только жизнь. Вот оно настроение весенне-летней коллекции бренда Альберто Ферретти.
Приятного просмотра, мои дорогие! Всем красоты, душевного тепла и хотя бы чуть-чуть беззаботной романтики. Пусть каждое утро встречает вас позитивной улыбкой и ярким, солнечным настроением.